это ты, твоя программа в матрице Земли. Матрица, она слоистая. Один и тот же код, во-первых, может сработать у человека по-разному. Во-вторых, есть свобода перемещения по кодам. То есть, вот, например, я обнаружила для себя, что я путешествую по кодам. Это не всегда так было, но в какой-то момент, когда я отработала важные кармические задачи, я вот где-то после 40 стала прям чувствовать себя легче, вот что карма на меня не давит. И постепенно я начала двигаться по кодам, самостоятельно выбирая себе задачи. Я сейчас выбираю опыт, который я хочу постичь. Это так круто! Это очень круто. Вот я сейчас говорю, прям чувствую эти потоки, насколько это круто. Освобождение вот такое вот значительное где-то в 44 года у меня произошло. И потом с 44 вот до 48 я приобретала вот этот уровень свободы постепенно. И сейчас чувствую себя намного-намного легче. Все начиналось вот с той матрицы, о которой сегодня будем говорить. Это древняя система, которая говорит об одном из уровней матрицы Земли. Матрица сложнее, чем то, что здесь мы сейчас увидим. Но то, что, безусловно, знание этого уровня нам точно необходимо для того, чтобы проработать самый жесткий уровень элементарных привязок к каким-то программам, которые мы, безусловно, не можем обойти. Как происходит проработка? Осознание вот этих кодов. То есть в процессе того, как я буду тебе рассказывать, коды будут раскрываться. Приготовься что-то отметить для себя, либо записывать цифру кода, на который надо обратить внимание особо. Почему? Потому что одни и те же коды повторяются и, как правило, в разных позициях, что говорит о том, что этот код имеет ключевое значение, а я буду раскрывать смысл этого кода. Для тебя это просто цифры, а я знаю, что стоит. Самое главное – это распаковка кода. Матрица – это голограмма, кристаллическое тело, находится на ментальном уровне нашей планеты. Вот такую кристаллическую структуру имеет библиотека поля Земли. О каждом из нас есть маленький такой кристалл. И он реально есть. Вот твоя ячеечка, вот сейчас перед тобой, действительно имеет такую форму, как бы двух кубов, куб в кубе. Естественно, она в ментальном поле не может быть в объеме. Ментальные коды – это всегда только цифры. Но если бы мы опустили эти коды в трехмерность, они превратились бы в объем, они бы распаковались. Но в матрице они запакованы, как бы закапсулированы и не занимают места. Это вот такая вот спрессованная, полностью сингулированная информация, а если мы ее начнем сейчас раскрывать, то она примет форму, но эта форма уже астрального тела, а в ментальном теле ее не существует, потому что в ментальном теле не существует подобных измерений. Там совсем другая природа поля. Природа ментального поля – тор, а природа астрального поля – волна. Как устроена эта библиотека? Вот как люди считывают информацию в поле Земли? Это вот те, кто имеют доступ к своему кристаллическому телу. У нас есть тоже кристаллическое тело, и как бы сонастройка нашего кристалла с кристаллическим полем Земли, понимаешь? Да. Происходит как флешка. Коннект. Понятно. И скачивание. Я постоянно считываю информацию со своего кристаллического тела. Оно находится у меня на уровне чакры анахата и представляет из себя маленький кристалл вот такой вот небольшой величины с колоссальным объемом информации. Так как душа древняя, у меня на кристаллическом теле написано очень много. У молодых душ мало. Есть души, у которых нет кристаллического тела. Никогда не встречала подобную информацию, первый раз слышу.
Поэтому вот распаковка – это чрезвычайно важно. Кто тебе распаковывает эту информацию? Кто? Тот, кто тебе ее распаковывает, подает тебе коды определенного уровня, определенной вибрации. Ментал управляет астралом, информация управляет энергией. И, соответственно, мы можем перекодировать очень многое, находясь на этом уровне сознания. Это возможно, у нас есть свобода, но нам нужно поднять частоту наших вибраций. А для этого нам необходимо постичь коды, которые нуждаются в доработке, в доосознании, и вывести их на новый уровень восприятия. Каждая цифра кода может проявить себя в материи на 3 уровнях осознанности: в невежестве, в страсти и в благости. Одна и та же цифра может проявить себя в разных ипостасях на разном уровне и может давать как бы разный эффект. Нет такого понятия 15-й аркан, дьявол, допустим, возьмем. Это плохой код или хороший? Смотря на каком уровне он проявлен. Понимаешь, в чем все дело? То есть даже самый хороший код, колесо фортуны, может проявиться в невежестве и иметь не столь позитивные и благостные эффекты, последствия от проявления такого кода. Это понятно, да? Ряд кодов будут сливаться в общий единый смысл. Это получится такая история о той задаче, которую в первую очередь необходимо сейчас решать для того, чтобы перейти на новый уровень осознанности. Ну что ж, поехали. Как глубоко! Не ожидала. Кристалл представляет из себя ось, вертикальная ось нисхождения духа в материю. То, что мы говорим, что нас поддерживает здесь в физическом мире 2 потока. Огненный поток с небес и поток земли. Просто здесь она расположена по принципу креста. Горизонтально материя, поток материального плана, то есть энергия Земли, и космический поток идет сверху. Понимаешь, вот это вот наши 7 чакр. По каналу Земли также идут эти чакры. И также их 7. Как работает чакра? Ты знаешь, что чакра – это вихревая такая структура, но как образуется вихрь? Кстати, это как бы 2 вихря, как тебе объяснить, вот здесь вот тоненько, а здесь вот так вот раскручивается, как 2 веретена, а посередине они как сужаются. Вот такой вихрь. Спереди энергия заходит в нас, вихрь как бы втягивается, а со спины выходит. Идет дыхание, то есть вдох и выдох, вдох и выдох. То есть мы прокачиваем через себя целые энергетические пласты. Откуда берется вихрь? Вихрь – это же всегда взаимодействие 2 сил. Вот ты открываешь форточку, сочетание холодного и теплого воздуха образует турбулентный поток. Причем чакры расположены в астральном теле, не в ментальном. Но закодированы коды чакровые находятся в ментальном поле. Просто они раскрываются в виде уже энергетических вот вихрей. То есть поле приобретает структуру волны. Так, чтобы ты понимала просто, что вот ты видишь перед собой, у тебя возникала образность какая-то, хоть и более-менее. Многие коды можно менять, но сначала их нужно проработать. Вот когда ты достигнешь проработки этих кодов, ты изменишь, то есть по матрице можно скользить, но не раньше, чем ты их отработаешь. Глубину твоей отработки мы будем проверять уже в следующем этапе. Я могу через Таро посмотреть конкретно, а на какой стадии у тебя сейчас находится проработанность 15-го аркана или 12-го. Мы о твоей задаче на воплощение еще поговорим, потому что ты составляла карту с целью узнать свое предназначение. Вот мы постепенно двигаемся к этому. Есть так называемая социальная задача. Есть понятие призвания. Это немножко другое. Понимаешь, призвание – это такое высшее предназначение, а социальная задача, вот, например, чтобы на моем примере, у меня призвание – я учитель. В высоком смысле этого слова. А социальная задача – 9-й аркан, отшельник, духовное знание людям.
в индивидуальном порядке, вот тет-а-тет. Я могу передавать как учитель знания в большие массы, но работая индивидуально, я реализую социальную задачу. Ну да, вы, конечно, должны получать удовлетворение от того, что вы полностью выполняете свое Да. предназначение. Потому что я тоже обращалась и до вас. В общем-то, примерно та же информация, но это бегло, галопом по Европам было, никто не углублялся в это. Ну, просто вот общая фраза сказана, но это очень быстро, и я не понимала, о чем вообще идет речь, поэтому... Нет инсайда, да, нет вот этого инсайда, состояния. Ну, сказали, а что мне с этим делать? Ну, я не знаю. Да, Я совсем другая и не понимаю, куда идти. да. Сейчас вот самое главное, что практика, практическое применение этих знаний. Я от этой системы получила эффект, я взяла эту матрицу, я ее сама проработала, она открыла мне путь. Поэтому я ее и предлагаю людям, потому что мне она открыла путь. Я познала и реализовала эту программу. Просто когда я увидела эту систему, а систем же очень много, я могла бы взять другие системы, я же много систем знаю, очень много. Я просто когда увидела именно эту матрицу, я вспомнила, у меня произошел инсайт, и я вспомнила то, что я рассказала тебе в начале. Про кристаллические тела, про поле планеты, про библиотеки. Понимаешь, я все это увидела в масштабе. И я поняла, как это работает. Ин, может вам действительно сделать такой эфир именно по этой системе? Я вот думаю, это же может быть просто полезным людям. Ну, естественно. Кто глубоко собой занимается и хочет чего-то достичь, я думаю, что это очень помогает. Ну, мне, например, да, все встало на свои места. Ну, просто я плохо всегда воспринимаю, поэтому говорю, я много раз буду пересматривать. Для меня это очень важно, вот то, что сегодня это прям квинтэссенция. Безграничная и бесконечная, Инночка, да, благодарю. Я тебе благодарю за доверие, потому что ты такой вот именно благодарный человек. Чем более благодарный человек перед тобой, тем больший поток идет. Ты готова. Я готова. И тебе эти знания дали. Через меня очень эффектно открылась эта информация сегодня. Я даже думаю эту запись себе оставить. Я многое сказала очень удачно, скажем, вот